안녕하세요. 한국어 강의를 맡은 Татьяna입니다. Здравствуйте. Меня зовут Татьяна, и с вами курс корейского языка для домохозяек. Начиная с сегодняшнего урока, мы будем с вами разбирать наиболее часто употребляемые слова и выражения. Также будем рассматривать грамматику корейского языка. По ходу уроков я буду рассказывать вам о культуре, об особенностях культуры Кореи. Надеюсь, что данный курс позволит вам преодолеть языковой и культурный барьер, и ваше пребывание в Корее будет более насыщенным и интересным. Тема нашего сегодняшнего урока – телефонный разговор. 통화. В наше время мы настолько привыкли к телефонной связи, что даже не представляем без нее своего существования. Однако, проживая в Корее, наверняка этот вид общения покажется вам наиболее сложным, поскольку вы не видите своего собеседника, вы не видите его мимики, его жестов, его выражения лица. Но не стоит расстраиваться, ведь, как и в русском, в корейском языке существует определенный набор фраз и сочетаний, которые употребляются при телефонном разговоре. Это такие фразы, как, например, «Алло», «Будьте добры того-то», «Я перезвоню», или, например, его или ее нет дома. Представим следующую ситуацию. Вы дома, никого дома нет. Раздается телефонный звонок, вам необходимо ответить. Что вы будете делать? Разобраться в такой ситуации вам помогут наши герои Анна и друг мужа, который позвонил по телефону. Итак, послушаем их телефонный разговор. 대화 한번 들어볼까요? 여보세요? 여보세요? 김민수 씨 집이죠? 네. 김민수 씨 좀 바꿔주세요. 지금 집에 없어요. 집에 몇 시쯤 들어와요? 글쎄요. 아마 7시쯤 들어올 거예요. 그럼 제가 8시쯤 다시 전화할게요. 네. Думаю, вы догадались, о чем шла речь. По крайней мере, в общих чертах. Если же нет, не переживайте. Мы все досконально разберем. Итак, начнем с новых слов. Первое слово, которое сказала Анна, было «여보세요». По-корейски это означает «алло». «여보세요». Следующее выражение, которое мы сегодня пройдем, основывается на слове «바꾸다». «바꾸다» по-корейски означает «менять», «поменять», «изменять». В нашем диалоге слово «바꾸다» встретилось в форме вежливой просьбы, то есть «바꿔주세요». «바꿔주세요». Итак, следующее слово «글쎄요». «글쎄요». «글쎄요» означает по-корейски «как сказать», «пожалуй» или употребляется тогда, когда говорящий не совсем уверен в том, что он говорит, или сомневается. Следующее слово, которое мы сегодня затронем, это слово «цим». «Цим». Примерно, во сколько, где-то, когда говорится о времени. Также еще одно слово «ама». «Ама». Это слово обозначает «наверное». И последнее слово «таси». «Таси». Оно означает «еще раз». В нашем диалоге оно встретилось со словом «таси тюнахалькео». Это будет по-корейски «перезвоню еще раз», «я позвоню еще раз». Итак, давайте послушаем правильное произношение этих слов. В этом нам поможет наши корейские дикторы. Итак, слушайте и повторяйте. 여보세요. 바꾸다. 글쎄요. 쯤. 아마. 다시. Ну как получается? Не переживайте, с практикой у вас все получится. Итак, вернемся к нашему диалогу. Попробуем разобрать его почти дословно, то есть досконально. Таким образом, вы сможете увидеть новые слова, которые мы сегодня изучили, как они пишутся, где употребляются и так далее. Итак, начнем.
Как вы помните, первое слово, которое произнесла Анна, взяв трубочку, было слово «алло», естественно. 여보세요. Вам оно уже знакомо. Итак, давайте посмотрим. 여보세요. 여보세요. 알로. 여보세요. 알로. 김민수 씨 집이죠? 김민수 씨 집이죠? Это дом или квартира. 김민수. Щи, вы знаете, это уважительная частица, которая присоединяется к имени. Вот эта подчеркнутая часть, мы ее разберем с вами во время грамматики. В общем, эту фразу можно перевести как «Это квартира Ким Мин Су, не так ли, не правда ли?» Да, правильно. Не. Ким Мин Су си 좀 바꿔주세요. Будьте добры, пожалуйста, Ким Мин Су. 좀 바꿔주세요. 좀 в данном случае служит в качестве слова «пожалуйста». 바꿔주세요. Помните слово «покуда», которое мы с вами проходили? Так вот, здесь оно как раз и встречается. Будьте добры, пожалуйста, передайте трубку Ким Мин Су. Ким Мин Су 씨 좀 바꿔주세요. 지금 집에 없어요. Его сейчас нет дома. 지금 сейчас 집에 дома 없어요. нет. 지금 집에 없어요. 집에 몇 시쯤 들어와요? Во сколько примерно он будет дома? 집에 몇 시쯤 들어와요? Вы видите здесь 몇 시쯤, во сколько примерно, тем употреблено слово. 들어와요, вам известно, приходит, возвращается. Ответ Анны. 글쎄요. То есть, как вам сказать, даже не знаю, помните это слово, да? 글쎄요. 아마 7시쯤 들어올 거예요. Наверное, примерно в 7 часов он вернется. Наверное, примерно в 7 часов. 그럼 제가 8시쯤 다시 전화할게요. 그럼 제가 8시쯤 다시 전화할게요. Тогда, тогда я перезвоню, 다시 전화할게요. Примерно в 8 часов. 8시쯤. Не. То есть хорошо. Это ответ Анны. Как видите, совершенно нет ничего сложного. Осталось только разобраться с парочкой моментов по грамматике, которые я указала заранее, когда мы читали диалог. Как вы знаете, как вы уже, наверное, знаете из практики, необходимо знать элементарную грамматику для того, чтобы понять какие-то оттенки смыслов, которые придаются в корейском языке с помощью грамматических конструкций, грамматических форм и окончаний. Сегодня мы пройдем с вами две конструкции. Первая конструкция – это идио, вторая конструкция – риуль коэйо. Итак, первая конструкция идио, она у нас встретилась в диалоге во фразе «кимминсуши тибидё». Вы помните? Так вот, конструкция идио прибавляется как к существительным, так и глаголам. Прибавляясь к существительным, она начинает изменяться, поскольку существительное заканчивается или на гласную, или на согласную, она принимает форму или идио, или дио. Вы сами убедитесь, как это работает. Для начала я объясню вам смысл, оттенок, который придает это окончание предложению. Итак, когда вы употребляете окончание дио, это значит, что говорящий просит как бы подтверждения у своего собеседника, то есть он почти уверен в утвердительном ответе. На русский язык это можно перевести как, например, «не правда ли?», «не так ли?», «правильно?». Давайте убедимся в этом, что это совершенно несложно, на примерах. Итак, 오늘은 수요일이죠? Сегодня ведь среда, не правда ли, не так ли? 오늘은 수요일이죠? Как вы видите, суюиль заканчивается на согласную, поэтому прибавляется гласное «и», а потом окончание «диё». Следующий пример. Анна 친구지요? Анна 친구지요? Вы подруга Анны, не так ли? В данном случае 친구 заканчивается на гласную. Таким образом, мы прибавляем окончание «диё». 거기가 행복병원이죠? 거기가 행복병원이죠?
Это больница Хенбок? Да? 러시아 사람이죠? 러시아 사람이죠? Вы русский, да? Вы русская, не правда ли? Глаголу, вне зависимости от того, заканчивается ли он на согласный или заканчивается ли он на гласный, прибавляется тиё, просто тиё. Например, 내일 올 수 있죠? Ты завтра ведь сможешь прийти, не так ли? 내일 올 수 있죠? Следующий пример. 그 사람을 모르죠? 그 사람을 모르죠? Ты ведь его не знаешь, не так ли? 음식이 맛있죠? 음식이 맛있죠? Вкусно, да? 피곤하죠? 피곤하죠? Устал, да? Кстати, на заметку, в разговорной речи часто употребляется не полная форма диё, а ее сокращенный вариант, то есть тё. Следующая конструкция, которую мы пройдем, это конструкция риуль-коэйо. Она имеет два значения. Первое – значение будущего времени с маленькой такой долей неуверенности. И значение предположения. Мы разберем оба случая. Итак, конструкция риуль-коэйо присоединяется к основе глагола. На русский язык мы переводим ее или просто формой будущего времени глагола, или с помощью слов «наверное», «полагаю», в случае, если эта конструкция дает оттенок предположения. Давайте, наверное, ничего не понятно, давайте разберем конкретно на примерах. Первый пример. 민수 씨는 5시쯤 들어올 거예요. 민수 씨는 5시쯤 들어올 거예요. 민수 придет примерно в 5 часов. 다 먹을 수 없을 거예요. 다 먹을 수 없을 거예요. Я не смогу все съесть. 내일 마트에 갈 거예요. 내일 마트에 갈 거예요. Завтра пойду в супермаркет. Эти примеры были предоставлены вам для того, чтобы вы увидели, как конструкция риуль-коэйо придает предложению значение будущего времени. Теперь давайте посмотрим поподробнее, как оно влияет на предложение, когда имеет смысл предположение. Когда риуль-коэйо дает смысл предположения, оно может присоединяться не только к основе глагола в простом обычном времени, а также к основе глагола прошедшего времени. То есть, когда мы предполагаем, что действие закончилось, наверное, в прошлом. Давайте посмотрим на примерах. Анна 씨는 지금 집안일을 할 거예요. Анна, наверное, сейчас занимается домашними делами. Анна 씨는 지금 집안일을 할 거예요. 안나 씨는 집안일을 했을 거예요. 안나 씨는 집안일을 했을 거예요. Анна, наверное, уже занималась домашними делами. 지금 모스크바에서 눈이 올 거예요. 지금 모스크바에서 눈이 올 거예요. Сейчас в Москве, наверное, идет снег. А теперь, после подробного разбора новых слов и грамматических конструкций, мы вновь вернемся к нашему диалогу. На этот раз, слушая внимательно диалог, обратите внимание на новые конструкции, которые мы сегодня изучили, и на слова. Я думаю, что на этот раз вам будет все намного понятнее. Итак, послушаем диалог. 대화 한번 들어볼까요? 여보세요? 여보세요? 김민수 씨 집이죠? 네. 김민수 씨 좀 바꿔주세요. 지금 집에 없어요. 집에 몇 시쯤 들어와요? 글쎄요. 아마 7시쯤 들어올 거예요.
그럼 제가 8시쯤 다시 전화할게요. 네. Надеюсь, что на этот раз прослушивание диалога для вас было намного интереснее и понятнее. Итак, давайте сделаем небольшой подыток. Тема нашего сегодняшнего урока – телефонный разговор. Соответственно, как я уже говорила, в корейском языке, как и в русском, существует определенный набор стандартных фраз, которые употребляются в телефонном разговоре. Давайте еще раз их рассмотрим, несмотря на то, что они встречались у нас в диалоге, и попробуем выучить. Давайте рассмотрим их поподробнее. Слушайте и повторяйте. 김민수 씨 집이죠? 김민수 씨 집이죠? 김민수 씨 좀 바꿔주세요. 김민수 씨 좀 바꿔주세요. 몇 시쯤? 몇 시쯤? И в качестве бонуса новая фраза. Вы не туда попали. 잘못 거셨습니다. 잘못 거셨습니다. Итак, выучив эти 4 фразы, вам будет предоставлена стопроцентная возможность разговаривать по телефону совершенно спокойно и свободно. Так что не бойтесь теперь брать трубочку и отвечать. А теперь давайте сделаем несколько упражнений, чтобы закрепить материал по грамматике. Я приготовила совершенно короткие, легкие, несложные упражнения. 이제 연습 문제 풀어볼까요? Для начала мы разберем с вами упражнение на грамматическую конструкцию «идио». Давайте я вам напомню. Конструкция «идио» указывает на то, что говорящий ожидает утвердительного, положительного ответа от собеседника. В течение этого упражнения я буду вам объяснять, как это окончание присоединяется к тому или иному слову и как оно переводится. Итак, давайте попробуем изменить обычный вопрос на вопрос, который ожидает подтверждения. Например, 가족이 많아요? 가족이 많아요? У вас большая семья? Основа глагола 많다. К нему мы прибавим сейчас тио. Получается 가족이 많지요? У вас ведь большая семья, не правда ли? Следующее упражнение. 거기가 나타샤 씨 집이에요? 거기가 나타샤 씨 집이에요? Это дом Наташи? Это квартира Наташи? Попробуем изменить с употреблением конструкции «дио». Получится 거기가 나타샤 씨 집이지요. Как вы видите, к существительному тип прибавилось окончание «идио», поскольку тип, слово «дом», заканчивается на согласную «пип». Следующее. 저 사람이 민수 씨예요? 저 사람이 민수 씨예요? Тот человек или он 민수 씨, то есть это 민수 씨. Попробуем использовать конструкцию «идио». 저 사람이 민수 씨. Что прибавляется? Правильно? 지요. 저 사람이 민수 씨지요? То есть это 민수 씨, не правда ли?
Тот человек Минсу, правильно? Следующее. 그 꽃이 예뻐요? 그 꽃이 예뻐요? Эти цветы красивые? Попробуйте сами. Я дам немного времени. 그 꽃이 예뻐요? Это достаточно сложный вариант упражнения, поэтому я вам помогу. 그 꽃이. Все остается так же. И основа глагола, точнее от глагольного прилагательного 예쁘다 прибавляется конструкция тиё. 예쁘지요? Что у нас получилось? 그 꽃이 예쁘지요? То есть это красивые цветы, не правда ли? А теперь давайте попробуем сделать упражнение на грамматическую конструкцию «рил коэо». Как вы помните, эта конструкция дает следующий смысл. Первое – будущее время, второе – предположение. В нашем сегодняшнем упражнении на эту конструкцию мы сделаем акцент только на второе значение, то есть на предположение, поскольку с первым значением обычно у учащихся не бывает никаких проблем. Итак, давайте разберем наше упражнение. В этом упражнении необходимо использовать конструкцию «рил коэо», а также использовать слово, данное в скобках. Например, 안나 씨는 지금 무엇을 할까요? 안나 씨는 지금 무엇을 할까요? Интересно, что сейчас делает Анна? В скобках дано слово «тибан-иль», то есть «домашние дела». То есть вам необходимо ответить на этот вопрос. На русском это будет звучать примерно так. Анна, наверное, сейчас занимается домашними делами. Так, попробуем вместе. Анна 씨는 지금 집안 일을, правильно? И 하다, основа глагола 하. Таким образом, прибавляем конструкцию рил коэо, получается 할 거예요. Вот таким образом мы получаем предложение Анна сейчас, наверное, занимается домашними делами. Следующее предложение. 민수 씨는 안나 씨에게 전화했어요? 민수 씨는 안나 씨에게 전화했어요? 민수 씨 позвонил Анне? То есть имя Минсу. Минсу позвонил Анне? Попробуйте ответить на этот вопрос с использованием слова «да». Ну и также, конечно, с использованием нашей конструкции «рил коэо». Итак, попробуем вместе. 민수 씨는 안나 씨에게 전화. И основа глагола будущего, прошедшего времени 했. 했을 거예요. Извините, тут, конечно же, надо сначала сказать «не». Да. То есть «да». Минсу позвонил Анне, наверное. То есть, таким образом, словом «наверное» мы выражаем эту конструкцию. Наверное, Минсу позвонил Анне. Надеюсь, что наше сегодняшнее с вами первое занятие было для вас увлекательным и полезным. Теперь, я думаю, вы без труда сможете отвечать на звонки или делать телефонные звонки сами.
Мне бы хотелось бы единственное вам посоветовать. Приготовьте, пожалуйста, перед каждым нашим уроком листочек бумаги и ручку, поскольку по ходу урока вам необходимо, наверное, будет делать кое-какие заметки, отмечать какие-то полезные выражения, которые вам в дальнейшем могут пригодиться, тем более на грамматике. Поэтому пусть у вас будет всегда под рукой ручка и бумажка. И напоследок мне бы хотелось бы вам сказать. Не забывайте, что практика – это самое важное. Чем больше вы используете свои знания, которые вы получили во время наших уроков здесь, тем быстрее будет развиваться ваш корейский язык, тем богаче он будет. Ну а пока я прощаюсь с вами до следующей недели. Всего вам доброго. 안녕히 계십시오.